Из этого видео вы узнаете, что такое фондовая биржа, какие функции она выполняет и как начать торговать на бирже ценных бумаг новичку. Всем привет! Вы на канале Жажда Про. Что такое фондовая биржа и как она работает? Фондовая биржа — это специализированная организация, предназначенная для обращения ценных бумаг и взаимодействия между участниками. Главным участникам торгов на бирже относятся инвесторы — физические и юридические лица, желающие вложиться в те или иные активы. Эмитенты — компании, желающие привлечь инвестиции и размещающие для этого на бирже свои ценные бумаги. Брокеры — профессиональные участники торгов. По сути, посредники, которые обеспечивают взаимодействие инвесторов и эмитентов. Они обязаны получить лицензию на брокерскую деятельность. Подробнее о том, кто такие брокеры и какие брокерские компании бывают, смотрите в одном из наших прошлых видео. В биржевых торгах также участвуют доверительные управляющие. Они выступают в интересах инвесторов, передавшим им свои средства, и стараются приумножить их с помощью инвестиций. К доверительным управляющим обращаются те, у кого недостаточно времени или опыта для самостоятельной торговли. Также на бирже работают регистраторы, лицензированные компании, ведущие реестры с полным учетом всех владельцев ценных бумаг. На российском рынке функции регулятора выполняет Банк России, на американском — Комиссия по ценным бумагам и биржам. Кроме того, существуют депозитарии, компании, хранящие и учитывающие ценные бумаги. Они выступают гарантом прав инвесторов. Как заработать на бирже акций? Инвесторы вкладывают собственные средства в расчете извлечь прибыль от роста стоимости активов, а компании хотят привлечь финансирование для собственного развития. На первый взгляд кажется, что биржевые котировки колеблются вверх-вниз, и потому акции не могут считаться надежным источником доходов. Но в долгосрочной перспективе рынок ценных бумаг обычно растет. Способы заработка можно условно поделить на два направления. Первое. Трейдинг – заработок на спекуляциях ценными бумагами. Это путь для активных игроков, рассчитывающих получить быструю краткосрочную прибыль. Доходность от трейдинга может быть очень большой, но и потерять серьезную сумму можно буквально за пару неудачных сделок. Для трейдеров определяющее значение имеет технический анализ. Второе. Инвестиции, вложения в ценные бумаги на долгий срок и расчет на прибыль от роста их стоимости и дивидендов. Это менее доходный, но и менее рискованный путь. Инвесторы обычно полагаются на фундаментальный анализ финансовых показателей при выборе объекта для инвестиций. Какие функции выполняет фондовая биржа? Функция первая. Организация биржевых торгов. Биржа — это своеобразная площадка, объединяющая трейдеров и дающая им возможность заявлять о своих намерениях купить или продать финансовый инструмент. Трейдеру, решившему продать ценную бумагу, не надо заниматься поиском человека, желающего ее купить. Всю организацию по проведению сделки берет на себя посредник, роль которого на фондовой бирже выполняет брокер. Функция вторая. Подготовка и реализация биржевых контрактов. Под контрактами понимается непосредственно факт заключения сделки. Открытие торговой позиции происходит по определенной цене, с четко оговоренными комиссионными. Задача биржи — обеспечить максимально быстрое течение указанного процесса и предоставить трейдеру отчет после завершения торгов. Функция третья. Котировка биржевых цен. Биржа анализирует мнения и действия всех участников торгов и на основании этого формирует цену, которая высвечивается на графиках. Если вы оптимистично поверили, что можете влиять на ценообразование, разочарование не за горами. Тенденции формируют так называемые мажоритарии – самые крупные игроки, центральные банки, крупнейшие инвестиционные фонды и прочее. Удел большинства трейдеров – слепое следование за трендами. Если уметь грамотно проводить анализ, понимать психологию изменения котировок, то успех не заставит себя долго ждать. Незнание основ торговли и непонимание тенденций рынка – залог провала и потери всех денег. Функция четвертая. Гарантированное исполнение биржевых сделок. Когда трейдер начинает открывать сделки на бирже, брокер дает ему обязательство делать это по той цене, которая была указана трейдером, и не по какой другой. Аналогично происходит и с закрытием сделок. Иногда цены движутся так резко, что совершить сделку по какому-то определенному значению не получается. В таком случае трейдер устанавливает диапазон, при каком максимально-минимальном отклонении от цены разрешается открывать позицию. Основные фондовые биржи мира. В
В современном мире действует огромное количество фондовых бирж. Их количество достигает нескольких сотен, однако далеко не все из них являются популярными среди инвесторов. Глобальное значение имеет всего несколько десятков бирж. К ним можно отнести Нью-Йоркскую фондовую биржу NYSE Euronext, американскую фондовую биржу NASDAQ и токийскую фондовую биржу Tokyo Stock Exchange. Кроме них, важнейшими фондовыми биржами являются площадки в Лондоне, Гонконге, Шанхае, Франкфурте и Торонто. В России есть две основные фондовые биржи. Московская МОЭКС и Санкт-Петербургская СПБХ. Главной торговой площадкой России является Московская биржа. Мощная структура, куда помимо торговых площадок входят клиринговый центр и центральный депозитарий. Санкт-Петербургская биржа не столь масштабна, но у нее есть своя специализация – возможность торговли иностранными ценными бумагами. Для рядового инвестора в России это самый доступный способ вложиться в зарубежный бизнес. Мировые фондовые биржи располагаются в разных часовых поясах. Время наибольшего объема торгов, на которые приходится порядка 50 сделок по мировым ценным бумагам, это время с 16:30 до 18:30 по московскому времени, когда торгуют одновременно Россия, Европа и США. А период с часа 45, закрытия американской сессии, до 3 часов ночи, открытия азиатской сессии, наиболее спокойный и наименее волатильный на бирже. Как начать торговать на фондовой бирже? Поэтапная инструкция для новичков. Этап 1. Изучение информации о фондовой бирже. Все начинается с базового обучения. Начинающий трейдер должен освоиться в терминологии, понять особенности и принципы функционирования фондового рынка, изучить основные направления аналитики, узнать о деталях о различных типах финансовых инструментов. К счастью, каждый из нас имеет неограниченный доступ к информации, и сегодня у различных брокеров можно найти большое количество как платных, так и бесплатных курсов для новичков. Этап 2. Выбор брокера. К вопросу выбора посредника стоит подходить со всей ответственностью. О том, как выбрать брокера, на нашем канале есть отдельное видео. Чтобы понять, какой из брокеров лучше, нужно сравнить возможные варианты, исходя из следующих параметров. Наличие лицензии, условия торговли, наличие обучающих и аналитических материалов, прозрачность проводимых операций, простота и скорость снятия средств со счета. В описании под видео мы приведем рейтинг лучших брокерских компаний, рекомендуем внимательно с ним ознакомиться. Этап 3. Установка программного обеспечения на компьютер. Вся торговля будет происходить при помощи терминала, специальной программы, которая позволяет в режиме онлайн выходить на биржу и проводить сделки. Устанавливать на компьютер его следует после выбора брокера, используя ссылку на скачивание, предоставленную на сайте брокерской компании. После установки терминал следует настроить, установив удобные параметры графиков, добавив на них используемые индикаторы и инструменты. Этап 4. Выбор торговой стратегии и тренировка на демо-счете. Какую именно стратегию выбрать, вы поймете сами в процессе обучения торговли. Советуем сначала выбрать направление анализа, а потом уже конкретную стратегию по нему. Новичкам не стоит сразу торговать на реальные деньги. Лучше использовать демо-счет, который позволяет психологически подготовиться к началу работы и проверить предполагаемую к использованию торговую стратегию. Этап 5. Открытие реального счета и участие в торгах. Когда вам удастся добиться устойчивой прибыли на демо-счете, можно переходить к реальной торговле. Не начинайте торговлю с крупных капиталовложений. Помните, что риск по каждой сделке не должен превышать 2% от депозита. По мнению психологов, именно такой уровень риска позволяет трейдеру сохранять спокойствие и не давать воли эмоциям. Набирать обороты нужно за счет увеличения депозита, а не риска. Профессионалы советуют не пополнять счет до тех пор, пока начальная сумма не удвоится. Стоит быть готовыми к тому, что в первое время просадки по депозиту могут быть довольно существенными, так как страх потерять реальные и игровые деньги существенно отличаются. Этап 6. Вывод прибыли. В идеале прибыль можно вывести в любой удобный момент, но брокеры нередко устанавливают различного рода ограничения. Например, если у вас на счету есть открытые сделки, то, вероятно, снять деньги не удастся.
На этом у нас все. Напоминаем, что вы всегда можете найти больше информации на канале Жажда Про и в описании под каждым видеороликом. Если вам понравилось видео, поддержите лайком и комментарием, а также подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. До новых встреч!